Работа хука useEffect напоминает работу методов жизненного цикла component.didMount, component.didUpdate, component willUnmount. Этот хук не просто повторяет функционал этих методов, а реализует свою собственную механику работы с побочными эффектами. Чтобы разобраться с работой хука useEffect, нам понадобится небольшое вспомогательное приложение, которое я написал заранее, чтобы не тратить время этого урока. Нам нужно приложение, чтобы у компонентов вызывались методы жизненного цикла. Для того, чтобы у компонентов был жизненный цикл. Приложение выводит счетчик на экран. Есть кнопка для увеличения количества на единицу. Есть возможность скрывать счетчик или отображать его. Таким образом, мы сможем проверить все методы жизненного цикла. В самом начале, когда мы видим счетчик равный нулю, это component.didMount. Увеличение счетчика — это component.didUpdate. Когда мы скрываем счетчик, происходит событие unmount, которое соответствует методу жизненного цикла component willUnmount. Когда мы нажимаем кнопку Show, то счетчики показываются, и это соответствует событию component.didMount. Таким образом, у нас есть приложение, которое демонстрирует полный жизненный цикл компонента component.didMount, component.didUpdate, component willUnmount. У нас функциональный компонент app. Мы используем useState hook, чтобы управлять состоянием этого компонента. В стейте count мы храним значение счетчика. В стейте isVisible храним значение, на основании которого строится логика по отображению элементов. Когда мы кликаем на кнопку Increment, вызывается функция handleIncrement, и счетчик увеличивается на единицу. По клику на кнопку Show Height мы меняем isVisible на противоположное значение. В параграфе P показываем значение count. Теперь, когда мы понимаем, что делает этот компонент, можно перейти к самому useEffect. Импортируем useEffect из библиотеки React. Хук useEffect регистрирует функцию, у которой могут быть побочные эффекты. Есть два распространенных вида побочных эффектов в React-компонентах. Эффекты, которые требуют сброса, например, отписка от слушателя событий или закрытие соединений с сервером. И эффекты, которые не требуют сброса, например, запрос данных сервера, логирование. Давайте вместе посмотрим на пример кода. Первый аргумент хука useEffect — это функция, код которой выполняется при монтировании компонента, изменении его пропсов или состояния. В консоль выведем useEffect, чтобы показать, что эта функция действительно вызвалась. Как видите, в нашей консоли появилась надпись useEffect.
А это значит, функция, которую мы зарегистрировали в useEffect, вызвалась, когда компонент появился на экране при монтировании компонента. То есть аналогично тому, как работает компонент didMount. Если у компонента изменится props, хук будет вызван повторно. Здесь вы видите два вызова, потому что первый вызов идет на favicon, на отображение вот здесь, а второй уже на отображение, собственно, компонента. Если мы начнем изменять значение счетчика, то вы увидите, что в консоли появляются новые надписи useEffect. Это означает, что эта функция вызывается каждый раз, когда компонент обновляется. То есть в такой форме useEffect ведет себя как совокупность двух методов жизненного цикла: компонент didMount и компонент didUpdate. Как и любой хук из библиотеки React, useEffect можно использовать многократно. Сейчас я вам это продемонстрировал. Теперь рассмотрим, как сделать так, чтобы функция useEffect вызывалась только при изменении определенных свойств. Для того, чтобы реализовать такую логику, нужно передать в useEffect в качестве второго аргумента массив с теми данными, которые мы будем проверять, для того, чтобы решить, следует ли вызывать этот хук или не следует. Второй аргумент хука useEffect называется dependencies или зависимости. Например, если мы хотим, чтобы этот хук вызывался только тогда, когда обновляется count, то мы передадим в массив count. Теперь, если изменится значение count, то наша функция в хуке сработает. Но если значение count не изменилось, то хук вызовет функцию только один раз при монтировании компонента. Удостоверимся в этом. Как видите, так и работает. Если в качестве второго аргумента передать пустой массив, то эта функция вызовется только один раз. Точно так же, как работает компонент didMount. Теперь, вне зависимости от того, изменится ли внутреннее состояние или пропсы компонента app, код из useEffect выполнится только при монтировании. Я нажимаю кнопку инкремент. В консоли useEffect, как видите, не появляется. Если второй аргумент не указывать, то useEffect будет вызываться на каждое обновление компонента. Вы можете передать массив или объект в зависимости. К примеру, props products.
или некоторый объект. Но я рекомендую использовать в качестве зависимостей примитивы и только нужные ключи объектов. А для массивов использовать JSON Stringify или деструктуризацию. Дело в том, что зависимости в хуке сравниваются с предыдущими значениями. И чем меньше в зависимостях будет сложных и вложенных объектов, тем быстрее будет работать код. С помощью зависимостей вы можете управлять побочными эффектами в компонентах и вызывать их, когда изменились значения, действительно важные для побочного эффекта. Остался один вопрос. Как этот эффект очищать? К примеру, создание таймеров, которые мы должны каким-нибудь образом очистить. Сделать это просто. Достаточно вернуть еще одну функцию из этой функции. Которая будет вызвана тогда, когда этот эффект нужно будет очистить. То есть давайте посмотрим, как это выглядит. В консоли укажем clear. Увеличим значение счетчика. Что мы видим? Предыдущий эффект, который запускался раньше, был очищен, и мы заново вызвали useEffect. Если снова увеличим счетчик, то увидим ту же самую картину. Если мы скроем элементы, то увидим, что последний эффект очистился. То есть эта функция работает приблизительно как компонент willUnmount, за исключением того, что она вызывается не только когда компонент действительно пропадает со страницы, а тогда, когда нужно запустить следующий новый эффект. Тогда очищается предыдущий эффект. И эта модель поведения намного удобнее, чем это реализовано в классовых компонентах. Если в массив зависимостей передать count, то очистка будет выполняться каждый раз, когда изменились значения, указанные в зависимостях. В нашем случае count. Посмотрим, что делать, если в компоненте нужно выполнить асинхронный эффект. Первый аргумент useEffect всегда должен быть синхронной функцией. Это позволит избежать отложенного изменения условий и связанных с этим багов. Если в функциональном компоненте требуется выполнить асинхронный побочный эффект, например, запросить данные сервера, то делать это необходимо внутри хука useEffect. Давайте посмотрим, как это сделать. В хуке useEffect мы вызовем функцию getToDo's. Void указывает, что функцию, которую мы вызываем, она ничего не возвращает.
функция getToDos у нас асинхронная. Работая с сетевыми запросами, могут быть ошибки. Поэтому обернем в try-catch блок. В случае ошибки в консоли отобразим эту ошибку. Сделаем еще несколько состояний. Todos. И это будет массив дел. И состояние isLoading, которое будет отвечать, загрузились наши todos или нет. И на основании isLoading можно уже строить логику и как-то показывать, ну, к примеру, индикатор загрузки. Сначала выставляем isLoading false, потому что у нас еще не произошла загрузка. Итак, в этом коде, в блоке try, set isLoading мы устанавливаем в true. И говорим, что сейчас у нас начинается загрузка. Воспользуемся JSON placeholder. Это бесплатный фейковый REST API. Собственно, сам код, этот URL можно использовать для проверки работоспособности. Нам приходит некоторый ответ. У этого ответа мы получаем данные. И эти данные с помощью setToDos мы устанавливаем state. Воспользуемся блоком finally и укажем, что set isLoading, что у нас загрузка в любом случае закончена. После того, как мы получили данные или ошибка, нужно все равно будет индикатор загрузки убрать. Выведем в консоль массив todos. Вернемся в код. Аккаунт надо убрать. Мы хотим один раз загрузить при монтировании компонента. Массив todos. Давайте какую-нибудь здесь надпись сделаем. Todos. Сохраним, посмотрим. То есть у нас сначала пустой массив, потом мы получаем данные. Если вам что-то непонятно, не беспокойтесь. На практике мы это будем еще много раз применять, и там все уже в голове устаканится. До встречи в следующем видео. Спасибо.